Ты не самый громкий в комнате, не тот, кто первым начинает разговор, не тот, кто всегда в центре событий, но внутри тебя есть сила, есть глубина, есть ясность, которой не хватает многим. Просто ты тихий, и в этом нет ничего плохого. Мир привык восхищаться яркими, тех, кто поднимает голос, машет руками, шутит без остановки, замечают. Их считают харизматичными, а таких, как ты, сдержанных, спокойных, будто бы не видят. И ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так, что чтобы быть заметным, нужно играть чужую роль. Но это неправда. Меня зовут Джалал. Это канал про харизму. Сегодня я расскажу тебе, как быть в центре внимания, даже если ты тихий, не меняя себя, не превращаясь в того, кем ты не являешься. Мы разберем, что делает человека по-настоящему притягательным, как работает тихая харизма, какие практики дают силу молчаливому мужчине, и почему твоя глубина– это дар, который нельзя зарывать, а в конце мы заглянем чуть глубже, куда уходит твоя сила, если нет духовного корня, и как его обрести, если ты устал быть незаметным, если хочешь, чтобы тебя слышали, уважали и чувствовали, не потому что ты кричишь, а потому что ты есть, это видео для тебя. Шаг 1. Что делает человека заметным на глубинном уровне? Начнем с самой сути. Люди обращают внимание не на звук, они реагируют на силу. Но сила – это не всегда громкость, это не всегда движение. Сила может быть тишиной, напряженной, осознанной, уверенной. И человек, который вошел в комнату молча, но встал прямо, спокойно смотрит по сторонам и держит себя с достоинством, привлекает взгляд сильнее, чем тот, кто кричит на всю аудиторию. Люди чувствуют энергию, они чувствуют, кто собой доволен, кто в себе уверен, кто находится в моменте. И если ты даже ничего не говоришь, но внутри спокоен, не суетишься, не ищешь одобрения, ты начинаешь излучать силу. Это называется внутренний радар. Его не видно, но он работает безотказно. Мы все чувствуем, кто из нас пытается понравиться, а кто просто есть в своем спокойствии. Твоя задача не копировать других, а раскрыть в себе то, что уже есть. Обрати внимание на свою осанку. Как ты входишь в помещение? Ты сутулишься или держишь спину прямо? Ты суетливо двигаешься или идешь уверенно, спокойно, не спеша? Ты смотришь по сторонам в поисках одобрения или просто наблюдаешь, дышишь, ощущаешь? Заметность начинается с принятия. Принятия своей природы. Если ты тихий, это не минус. Это стиль. Это возможность говорить, когда действительно есть что сказать. Люди уважают тех, кто не тратит слова зря. Твоя пауза может сказать больше, чем чужая болтовня. Твоя внимательность может дать собеседнику ощущение значимости. А это уже центр внимания. Только не через шум, а через качество. Важно понять, внимание– это не то, что нужно вырывать. Это то, что дается. И оно дается тем, кто внутри стабилен, кто не доказывает, кто просто есть. Сам по себе, без страха, без нужды, с достоинством. Ты не должен менять свою природу, но ты должен раскрыть свою силу через тело, через голос, через взгляд, через тишину. И если ты научишься стоять в своей тишине, не убегая от нее, тебя начнут замечать, потому что ты будешь одним из немногих, кто умеет быть в себе, а такие люди сегодня как магнит. Шаг 2. Сила тихой харизмы. Мы привыкли думать, что харизма– это обязательно яркость, что нужно шутить, говорить громко, вести за собой, быть душой компании. Но это только одна сторона. Настоящая харизма может быть очень тихой, даже молчаливой, потому что в ее основе не слова, а состояние. Не игра, а подлинность. Ты когда-нибудь замечал людей, которые почти ничего не говорят, но при этом все прислушиваются, когда они открывают рот, или тех, кто просто присутствует, не стремясь быть в центре, но их
все равно уважают и как будто ждут их реакции. Это и есть тихая харизма. И она, как правило, куда глубже и прочнее, чем громкая. Харизма — это сочетание уверенности и искренности. Это когда человек не пытается понравиться, но остается включенным, не пытается доминировать, но остается стабильным, не боится быть собой, даже если это значит быть тише других. И в этом есть невероятная сила, потому что таких мало, а редкость всегда ценна. Психология здесь проста. Мы тянемся к тем, в ком ощущаем надежность. Не показную, а настоящую. К тем, кто смотрит в глаза спокойно, кто не суетится, кто слушает не для ответа, а чтобы понять, кто не заполняет паузу словами, а умеет выдержать молчание. И если ты один из таких, ты уже силен. Просто тебе нужно осознать это и начать использовать с уважением к себе. Тихая харизма особенно сильна в стрессовых ситуациях. Когда другие начинают паниковать, кричать, оправдываться, ты можешь сохранять спокойствие. И это дает тебе власть. Тот, кто остается спокойным, управляет тем, кто вышел из равновесия. Тот, кто выдерживает тишину, управляет тем, кто боится паузы. Помни, громкость может впечатлить, но только на время, а глубина остается. Люди могут забыть, что ты сказал, но они не забудут, как чувствовали себя рядом с тобой. И если ты даешь другим ощущение покоя, уравновешенности, тепла, ты будешь незаметно, но сильно влиять. Потому что ты не конкурируешь, ты просто существуешь стабильно, спокойно, уважительно. И в этом твоя тихая мощь. Твоя задача не стать громким. Твоя задача стать собой полностью. И тогда твоя харизма не будет зависеть от слов. Она будет идти изнутри, из твоего состояния, из твоего мира. И она будет ощущаться без шума, без демонстрации. Просто потому, что она настоящая. Ежедневная практика для тихих. Теперь переходим к делу. То, что мы обсудили раньше, это понимание. Но без практики оно не становится привычкой. Чтобы твоя внутренняя сила стала видна другим, ты должен начать тренировать ее в быту. Не один раз, а каждый день. Спокойно, в своем ритме, без давления. Но стабильно. Первая и самая мощная практика — осанка. Да, звучит просто. Но твоя спина — это твой внутренний стержень. То, как ты стоишь и идешь, буквально программирует твое состояние. Встань прямо, расправь плечи, подними подбородок чуть вверх, но не вызывающе. Просто утверди себя в теле. Ты не прогибаешься, не сжимаешься, не прячешься. Ты стоишь. И этого уже достаточно, чтобы внимание повернулось к тебе. Вторая практика — взгляд. Смотри людям в глаза. Не вызывающе, не агрессивно, а с вниманием. Как будто ты действительно здесь, сейчас, и тебя интересует то, что происходит. Если это трудно, начни с микровзглядов. 2-3 секунды. Улыбнись глазами. Потом можно перевести взгляд. Главное, не прячься. Учись быть видимым, не теряя себя. Третья практика. Пауза. Не спеши отвечать. Не заполняй каждую тишину словами. Если тебя что-то спрашивают, остановись на секунду. Вдохни. Скажи спокойно. Чем больше внутреннего пространства между вопросом и ответом, тем глубже звучит твоя позиция. Ты перестаешь быть реактивным и становишься ведущим. Четвертое. Речь. Не стремись говорить много. Стремись говорить четко. Убери слова-паразиты. Убери суету. Учись произносить короткие, ясные фразы. Спокойным голосом. Лучше сказать одну сильную фразу, чем 10 размытых.
А если в моменте тебе нечего сказать, ничего страшного. Молчание — это тоже сила. Главное, чтобы ты был в нем не от страха, а от выбора. Пятое. Физическая устойчивость. Найди практику, которая делает тебя телесно собранным. Это может быть утренний холодный душ, молитва, легкое упражнение на дыхание. Все, что возвращает тебя в центр. Потому что харизма начинается не с внешнего, а с внутреннего. Когда ты в себе, ты начинаешь звучать, даже без слов. И, наконец, не торопись. Настоящая сила растет медленно. Каждый день чуть-чуть. Сначала тебя не замечают, потом начинают чувствовать, потом уважают, а потом следуют. Потому что ты стал не просто тихим, ты стал присутствующим, сильным, настоящим. И именно такие остаются в центре, даже если не стремились туда попасть. Шаг 3. Энергия тишины. Ты можешь быть самым тихим человеком в комнате и при этом самым сильным, потому что тишина бывает разной. Есть тишина страха, есть тишина отчуждения, а есть тишина, в которой чувствуется сила. Ты не пытаешься кого-то перебить, ты не нуждаешься в одобрении, ты просто присутствуешь. И этого достаточно, чтобы тебя чувствовали. Ты замечал, что иногда самый тихий человек вызывает больше уважения, чем самый громкий. Почему? Потому что в нем нет паники, в нем нет желания доказать. Он не торопится, он не спешит влезть в разговор, чтобы самоутвердиться. Он просто дышит, слушает, наблюдает, и от него веет чем-то настоящим. Это называется глубина, и она редко бывает громкой. Иногда тишина говорит больше, чем слова. Представь ситуацию. Кто-то оскорбляет тебя в компании. Ты не оправдываешься, не кричишь. Ты просто смотришь спокойно, уверенно, без страха. Эта пауза давит сильнее, чем любой ответ, потому что за ней стоит внутренняя опора. И в такой момент все чувствуют с тобой лучше не играть. Это и есть харизма молчания. Такая тишина не появляется из воздуха, она рождается из доверия к себе, из умения не заполнять каждую паузу словами, умения выдерживать напряжение, быть в тишине и не чувствовать себя ущербным, а наоборот цельным, внутренне собранным. И это редкость, потому что большинство людей боятся молчания. Они заполняют его смехом, словами, объяснениями, но ты нет, ты умеешь быть. Потренируй это. Придя в новое место, не спеши говорить. Просто побудь, осмотрись, почувствуй. Заметь, как другие начинают обращать внимание просто потому, что ты не спешишь быть услышанным. Потому что ты уже есть. Ты не впрыгиваешь в разговор. Ты создаешь пространство. И это чувствуется. Помни, громкость — это не всегда уверенность, часто наоборот. А настоящая сила — это стабильность внутри. Тебя не качают взгляды, не сбивают слова, не пугают паузы. Ты не спешишь. Ты ждешь, когда скажешь действительно то, что хочешь сказать. И тогда твои слова весомее, глубже, и их слушают. Так работает энергия тишины. Она не давит, но влияет. Она не на сцене, но в центре. Потому что человек, который умеет молчать, это человек, которому есть что сказать. Просто он говорит, когда надо, а не потому, что боится упустить момент. И это вызывает уважение. Тишина — это не пустота, это сила, когда ты ею владеешь. Когда ты тихий, но чувствуешь себя уверенно, это уже не просто черта характера, это свидетельство внутреннего фундамента. Но откуда он берется? Откуда появляется эта способность стоять твердо, даже если ты не кричишь, не привлекаешь внимания, не споришь за место под солнцем? Уверенность, которая не требует шума, берется изнутри. И самый прочный источник этой уверенности не в самооценке и не в психологии. Он в вере, в том, что ты не один, что ты под наблюдением и защитой того, кто создал все.
Когда ты живешь с этим ощущением, тебе не нужно доказывать свою ценность. Она уже дана тебе от рождения. Всевышний дал тебе честь, дал тебе разум, дал тебе голос. И этого достаточно. Тихий человек, который осознает, что над ним всегда заботливый взор Творца, становится другим. В его молчании нет страха, потому что он знает, что его слышат даже тогда, когда он не говорит. Он не боится быть в стороне, потому что знает, что его путь уже написан, и если ему суждено быть в центре, он туда придет. А если нет, он будет полезен даже на краю сцены, потому что его значимость не определяется вниманием толпы. Когда ты начинаешь строить внутреннюю связь со Всевышним через молитву, размышления, искренние разговоры в одиночестве, ты перестаешь зависеть от одобрения других. И это освобождает. Ты больше не гонишься за вниманием, потому что тебе достаточно быть в согласии с собой и с тем, кто создал тебя. И именно тогда в тебе появляется та сила, которую называют харизмой. Только она не кричит, она не давит, она не требует, она просто есть. Люди начинают чувствовать твое присутствие, потому что в тебе становится много тишины, много осознанности, много глубины, а это редкость, потому что большинство стремится быть замеченными, а ты просто светишься изнутри. Подумай, может быть, твоя тихость — это не недостаток, а дар. Дар, через который ты можешь быть более внимательным, более чутким, более глубоким. И если ты укрепишь эту черту, укоренишь ее в вере, в устойчивости, в доверии ко Всевышнему, ты будешь влиять без борьбы, без масок, просто своим присутствием. И пусть твоя скромность не станет поводом для молчания, пусть она станет формой мудрости, потому что в исламской традиции смирение не слабость, а величие, а тишина — это не отсутствие звука, а пространство, в котором звучит суть. Если ты досмотрел до этого момента, значит, ты не просто слушал, ты чувствовал. Где-то в этих словах ты узнал себя, свою силу, свою боль, свое стремление расти. И если ты хочешь не просто слушать, а действовать, у тебя есть возможность сделать шаг глубже. В моем телеграм-канале ты найдешь практики, ключевые фразы и разборы, которые я не раскрываю в формате YouTube. Там мы разбираем голос, харизму, стиль общения и внутреннее состояние. Без шума, без суеты, но с настоящим вниманием. И если ты чувствуешь, что пришло время поработать с собой, оставить заявку на личную консультацию можно по ссылке в описании и на экране. Это теплый, точный, глубокий процесс. Не тренинг, не шоу, а разговор, который может изменить твою точку опоры. Помни, тебе не нужно быть кем-то другим, чтобы тебя уважали. Тебе нужно быть собой, только в более ясной, собранной и уверенной версии. Все остальное придет. И, наконец, пусть твой путь будет не только о внешней силе, но и о внутренней стойкости. Она приходит, когда ты не просто веришь в себя, а когда ты опираешься на того, кто сотворил тебя. Уверенность, которая идет от связи со Всевышним, самая надежная. Она не зависит от лайков, взглядов и реакций. Она твоя, и она ведет. Если это видео было тебе полезно, поддержи его. Поставь лайк, подпишись и отправь его тому, кому это может быть нужно. Пусть польза распространяется. Пусть слова находят тех, кто ждал именно их.